Здорово. Помните координаты, которые мы знаем в Брукхейвен? Да, есть комната, где эти координаты есть. Я проверял их внутри Брукхейвен. А что если мы проверим эти координаты в реальной жизни? Может быть, они натолкнут нас на реальный город в Брукхейвен, либо на какие-то секретные места, которые мы вообще не знаем. Не забывай, что ты можешь принять участие в съемках и пообщаться со мной в моем Discord-сервере. Ссылочка на него будет в закрепленном комментарии. Давайте, ребята, отправимся в ту комнату, в то запрещенное, ребят, секретное место агентства, где у нас появляются координаты. Мы сейчас их с вами перепишем, мы поймем, что это за координаты, мы их вбьем в гугле и попробуем их отыскать. Отыскать эти места, которые спрятаны под этими координатами. И, возможно, у нас и получится что-то с вами сделать. Возможно, мы сможем найти там какую-то подсказку. А возможно, там будет что-то очень секретное. Очень интересно узнать, ребята, пишите в комментариях. Как вы думаете, что мы можем найти по этим координатам? Я думаю, что эти координаты могут притащить нас куда-то туда, куда мы, в принципе, не рассчитываем. Но попробовать стоит. Итак, заходим, ребята, и вот здесь у нас находится эта секретная комната. Если мы туда с вами отправимся, то тут мы увидим с вами какие-то координаты. Давайте мы сейчас их будем с вами переписывать. 90, ребята, у нас S и 45 у нас градусов И. Что это означает? 90 градусов, получается, южная широта и восточная долгота 45 градусов. Давайте попробуем их вбить и глянуть, что же мы можем там найти. Как мы это будем делать, ребята? А очень просто. Мы двигаем с вами вот сюда. Это у нас Google карты, как видите, да, мы можем здесь что-то найти с вами. И таким образом мы можем вбить здесь в поиске какие-то координаты, и нам покажет это место. Поэтому я думаю, что прямо сейчас мы с вами это и сделаем. Что у нас было? У нас было 90 градусов. Да, сколько там у нас было нулей? А, мы уже вбивали вроде как, да, когда-то. Я не знаю, когда это было, может быть, это было на стриме. Но давайте попробуем. Итак, вот наши новые координаты. Давайте глянем, куда нас приведет. Очень как-то странно, правда? Но обратите внимание, если мы посмотрим вниз, то мы с вами находимся в Антарктике. Чего, вы спросите? Давайте мы с вами попробуем, ребята, отдалить. Как видите, вот здесь у нас была эта точка. Если мы с вами будем отдалять, посмотрите, что будет происходить. Так, давайте мы вот так вот тут с вами вбьем. Отдаляем, ребята, отдаляем, отдаляем, отдаляем. И так, тут еще... Посмотрите, где мы. Мы с вами, ребята, в Антарктике. То есть эти координаты указывают на Антарктику? Что за бред, вы спросите? Я тоже, если честно, не понимаю. Но есть предположение о том, что же это вообще может быть. Если мы с вами вернемся вот сюда, то тут у нас будут новые координаты, да? Мы ведем их чуть-чуть позже. Давайте разберемся сначала с теми координатами, которые у нас находятся, ребята, здесь. Что это вообще за координаты? Какого хрена нас вообще перекинуло в Антарктику? Почему? Мне кажется, что и база агентства находится именно там. И именно там может находиться реальная база агентства. Но, как мы знаем, в Брукхейвен у нас здесь нет никакой Антарктики, правильно? Если мы с вами сейчас телепортируемся, да, то мы появляемся с вами вот здесь, недалеко от этой горы. И как вы знаете, на Рождество в Брукхейвен было обновление. И эта гора была полностью заснеженная. Может быть, это была отсылка к холодной Антарктике? Довольно странное предположение, но оно имеет место быть. Давайте посмотрим немножечко дальше. Что мы можем обнаружить еще? Что нам дает знание того, что те координаты у нас привязаны к Антарктике? У нас есть второй вариант. Когда какой-то инопришелец к нам прилетел, и агентство его забрало, возможно, они нашли его на Антарктике. Возможно, он упал именно туда. Точнее, их было два. Один сбежал. Да, один сбежал, один остался. Почему так? Почему именно в Антарктике? И как они вообще отследили, что он упал туда? Странно, но мы знаем, если мы поставим с вами вот такой вот дом, давайте, да, вот такой вот. То есть это может судить, что это дом и агентства, и дом бандитов. То есть мы знаем, что они в принципе связаны, и никаких проблем у нас с этим не будет. Да, но обратите внимание, у них здесь есть вот такие вот антенны и вот такая вот спутниковая тарелка. Возможно, это на самом деле не спутниковая тарелка, а какой-то радар.
Возможно, они пытаются каким-то образом отследить что-то. Может быть, вот эта штука работает как обсерватория, и они следят за звездным небом. И когда они заметили вот этот вот летающий объект, который летел в сторону Антарктики, они рассчитали его траекторию, рассчитали, куда именно он упадет, и отправились туда. Я думаю, что действительно инопланетяне могли упасть туда. Но тут есть одно интересное замечание. Вы знаете, что у нас тут два вида координат. Что это может означать? Это означает, что у нас есть две точки, куда предположительно могли упасть эти инопланетяне. И почему, вы спросите, инопланетяне, да? Почему две точки инопланетяне, ребята? Но чтобы вам это все объяснить, мне понадобится Mystery Machine. Давайте мы сейчас ее создадим. Итак, ребята, все готово, едем в больницу. Сейчас я вам все расскажу. Вы сейчас поймете, что действительно означают эти координаты. И я, если честно, был в шоке. Я думаю, что вы тоже будете в шоке. Мы знаем, что в той комнате у нас два вида координат. Что они означают, ребята? Мы не знаем. Мы знаем только то, что один у нас указывает на Антарктику, а второй мы не смотрели. Но если мы вернемся вот сюда, то здесь у нас есть лаборатория, такая небольшое агентство, да? И обратите внимание сюда. Здесь у нас есть капсула вот с таким вот инопланетянином, да. И есть вот такая вот капсула. Предположительно, тоже должна быть с пришельцем, но его нет. Мы знаем, что он куда-то сбежал, но куда мы не знаем. Обратите внимание теперь на очень интересные закономерности. Капсулы у нас две. Два вида координат. Что это может означать? Это означает, что на Землю приземлялись два объекта. Первый, да, на Антарктику, и второй. Куда-то, куда мы еще не знаем, но мы обязательно сейчас это с вами узнаем. И у нас есть две капсулы. Что это означает? Это означает, что агентство, что эти координаты указывают на падение как раз-таки этих летающих объектов с этими пришельцами. Вы представляете? Но один, к сожалению, сбежал. Давайте же мы сейчас с вами попробуем отправиться в эту комнату, вбить теперь новые координаты и посмотреть, куда нас приведут, куда мы сможем, ребята, с вами наткнуться. Это будет действительно очень интересно. Итак, давайте отправимся в ту комнату и посмотрим, какие координаты будут на этот раз. Возможно, мы сможем куда-то с вами попасть еще. Итак, у нас есть еще три, ребята. Третий вид координат, который у нас непонятен, но он может быть предположительно указывать нам на ту точку, куда еще упадет. То есть, может быть, третий какой-то летающий объект у нас упадет. Давайте попробуем, ребята, взять вот эти вот координаты и вбить. Возможно, мы с вами сможем каким-то образом что-то разузнать. Я думаю, что это будет очень интересно. Итак, что мы с вами пишем в вот этой вот нашей карте? Что это, блин, такое, ребята, вы видите? Давайте посмотрим, тут у нас есть какая-то фотография. Давайте глянем, что это за место. Довольно странное место, правильно? Ну, конечно, координаты немного не совпадают. Но что у нас здесь? У нас тут резерва экстрависта Мнхна до Карумбау. Давайте отдалим, ничего не понятно. И гляньте, что это такое. Что это, блин, такое, ребята? Посмотрите. Мы с вами находимся в Бразилии. Что? Странно, правда? Что это, блин, за координаты вообще? Почему именно сюда нам указывают? Гляньте. Эта точка находится у нас вот здесь. Почему? Гляньте, где у нас находится. Подождите, стоп. Как-то странно мне показало. Это была не Бразилия. Это Африка, ребята. Возле Африки. Ладно, давайте глянем, что это такое. Это у нас... Тут нет никаких островов. Ничего, в принципе, у нас здесь нет, как видите. Очень странно. Есть единственный островок ближайший, он находится здесь. Но тут просто ничего нет. Возможно, ребята, сюда, в этот океан, ребята, в эту точку упал, либо упадет какой-то объект. Потому что мы не знаем наверняка, упал он или нет. Так же само и про Антарктику. Нельзя утверждать, что действительно туда кто-то мог упасть. Очень странно, правда? Как вы думаете? Напишите в комментариях, что это, блин, за место. Обратите внимание, где. То есть у нас, предположительно, Брукхейвен, да, находится где-то вот здесь. Вот здесь у нас находится, ребята, Брукхейвен в этой части. И посмотрите, как далеко, предположительно, мог упасть вот этот вот летающий объект. У нас есть еще третьи координаты, ребята. Давайте
мы с вами на них посмотрим. Как вы знаете, здесь у нас они постепенно переключаются, то есть здесь у нас показывают новые координаты. И давайте, я сделал скрин предыдущих координат, давайте мы попробуем их ввести. Вы их, в принципе, видели. Если что, можете перемотнуть видео назад и увидите сами, что это действительно те координаты. Итак, самое интересное, ребята, то, что на тех координатах у нас есть время. 1:20 утра. Что это, точнее ночи, что это может означать, ребята? Если у нас есть время, значит предположительно именно в это время действительно упала вот эта вот летающая тарелка, либо что бы это ни было. Итак, давайте введем эти координаты и попробуем разузнать, куда именно упала этот летающий объект. Итак, координаты у нас выглядят вот таким вот образом. 25 точка, сколько у нас нулей? 4 нуля. Далее у нас n, пишем n. Далее запятая, пишем дальше 71, точка, 1, 2, 3, 4 и v. Что у нас получается? 25 у нас получается северной широты и 71 западной долготы. Либо наоборот, я не помню, в каком порядке это все читается. Итак, мы с вами вбили, давайте нажимаем и глянем, куда нас притащит. И обратите внимание, нас опять перетащило в океан. Но в принципе это не удивительно, потому что океан занимает большую часть площади нашей планеты, поэтому что летающий объект мог бы упасть в океан, в принципе шанс намного больше, чем он бы упал на сушу. Ну хорошо, обратите внимание, что он упал как раз таки на Центральную Америку, недалеко от Центральной Америки, между Южной и Северной. Что у нас здесь такое вообще? Непонятно, давайте приблизим и посмотрим. У нас здесь, ребята, есть какой-то архипелаг. Да, у нас тут Куба, недалеко от Кубы. Короче, ребята, вот сюда упал, предположительно, в 1:00 ночи летающий объект. И, возможно, ребят, если известно именно точное время падения, возможно, его уже отсюда забрали. Но если мы сопоставим, да, с игрой в Брукхейвен, у нас, в принципе, нет там никакой воды вообще. Абсолютно нет никакой там воды у нас. Ну, кроме вот этого вот маленького озерца. Что это может означать? Непонятно. Но действительно, ребята, если вбить вот эти координаты в нашу карту, то мы можем увидеть 3 точки. 3 точки. Очень странно. И давайте мы немножко их сопоставим. Получается, первая точка у нас находится вот здесь. Вторая точка у нас находится вот здесь. И третья у нас находится вот здесь. Если мы их, допустим, соединим, то мы, в принципе, не получим никакой интересной фигуры, да, разве что что-то похоже на треугольник. Но в игре у нас нет ничего, что похоже на треугольник. Можно было скинуть это на вот эту вот кнопку, на символ, который у нас есть везде, да, но, как вы видите, они абсолютно никак не похожи. Абсолютно. И можно сделать вывод, что да, действительно, ребята, это какие-то уникальные места.